Я рада приветствовать всех на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами изготовим сумку по мотивам мировых дизайнеров. Вы будете очень удивлены, но она всего лишь из 115 метров шнура карамель. Да, это реальность. Сумка имеет следующие размеры. Ее ширина составляет 27 сантиметров, высота 30 сантиметров и глубина донышка 4 сантиметра. Для этой сумки не обязательно делать ручки цепи, которые имеют длину 40 сантиметров каждая. Можно выполнить вязаную ручку, и тоже будет неплохо смотреться. Если к цепи добавить ручку еще, то есть и цепь, и ручка вязаная, то тогда это будет уже длинный ремешок. Для того, чтобы выполнить 2 вязаные ручки и сшить сумку, понадобится всего 2 мотка шнура карамель. Это все, что у меня осталось, и этого будет достаточно для того, чтобы изготовить вот такие ручки. Как их связать, у меня на канале есть видео, ссылочка будет для вас оставлена в описании. Для крепления таких ручек вам понадобится 4 кольца карабина. Внутренний диаметр здесь 2 сантиметра. Необходима швейная машинка, ниточки в тон к пряже. Всего таких 3 катушки я приобретала, и это остаток от 3. Этикеточка выглядела вот таким образом. Здесь получается 400 ярд. Это примерно 365 метров. Необходимы иглы для стрейча. Можно использовать любые из представленных, и 65, и 75, и даже 90. Главное, чтобы они были для стрейча. Дополнительно необходим пинцет, иголочки, свеча и ножнички. Кроме этого, вам понадобится ткань для изготовления подкладки. Ну и, пожалуй, на этом все. Где приобрести шнур карамель, ссылочку на сайт производителя я для вас оставлю в описании. Заказывайте со скидкой по моему промокоду, который будет в описании. Ну и давайте приступим к пошиву сумочки. Для изготовления сумочки необходимо сшить полосы. Одна такая полоска состоит из 10 нитей шнура, которые сшиваются между собой строчкой зигзага. Принцип пошива каждой вот такой детали сумочки один. Отрезаем нужной длины одну ниточку. Для каждой детали эта длина своя. Для горизонтальных полос необходимо отрезать нить длиной 34 сантиметра. Для вертикальных 68 сантиметров. Для донышка и боковых частей длина ниточки составляет 92 сантиметра, а также для держателей ручек необходимо отрезать ниточку длиной 9 сантиметров. После этого мы должны обработать края этого шнура. Я обрабатываю над свечой и не к огню прислоняю этот хвостик, а держу на большом расстоянии. В любом случае здесь еще идет горячий поток воздуха, и этот шнур плавится. У него будет достаточно светлый край и не будет обугленных, если мы прислоним вот таким образом. Здесь уже появилась черненькая точка, а в этом случае, когда я держала сверху, этого не произошло. Обрабатываем ниточки и приступаем к пошиву. На швейной машине мы устанавливаем следующие настройки. Ширина зигзага я ставлю на 5 и шаг ставлю на 1,5. Беру отрезанную ниточку и ниточку от моточка. Моток у меня установлен вот в такую моталку. Можно использовать и просто корзинку, и спицу. Главное, чтобы подача нити была у вас плоской частью, не перекручивалась. И эту моталку я установлю вниз под стол
Так она мне не будет мешать и будет также удобная подача ниточки. Берем наши хвостики и здесь уже воспользуемся пинцетом. Зажимаем между собой и подкладываем под лапку. Убираем пинцет, вкалываем иглу в первую ниточку, опускаем лапку и делаем закрепку. Очень важно, если сейчас у вас не сдвинется с места вперед эти ниточки, у нас есть в самом начале нити, за них немножко потянули, и вся эта конструкция проедет под лапкой. Так как там идет утолщение, из-за этого может сразу все не поехать вперед. Далее у нас вот этот стык должен располагаться по центру этой лапки. Для этого мы пальчиками вот так вот их сбиваем между собой и указательными прижимаем с этой стороны. И вот так вот мы подаем под лапку эти ниточки. Не нужно вести вот таким образом, иначе у вас начнется такая петля идти некрасивая. Вы просто уложили пальчики, придавили их к поверхности и указательными сделали все то же самое. И вот так держите на поверхности, и тогда будет ровная и четкая подача этих ниточек вперед. Но для начала нам надо протолкнуть вперед эти нити. Для этого я здесь одной рукой буду держать, а второй я подтяну за эти нити. Все, она проехала вперед, и теперь я начинаю прокладывать строчку зигзага. Когда вы дошили до конца, нам необходимо закончить строчку, получается, предпоследний прокол в эту ниточку, и перемещаемся вот сюда, то есть до самого края. Также можно помогать пинцетом, чтобы эти ниточки не разъезжались. Последний прокол. Поднимаем лапку и разворачиваем к себе вот эту полосочку, а вот эту нить мы укладываем под лапкой вот таким образом. Опускаем лапку и продолжаем сшивать по такому же принципу, как я показала ранее. Опять пальчики устанавливаем таким образом, чтобы вот этот стык был по центру лапки. И продолжаем сшивать. Опять здесь та же система. Дошиваем до конца и останавливаемся на этой стороне. Уходим в самый край. Поднимаем лапку, разворачиваем. Здесь также все укладываем, пинцетом поддерживаем, чтобы не разъезжалось, опускаем лапку и продолжаем шить. Когда вы дошили до конца, то есть сделали 9 строчек, и у вас 10 раз была проложена эта ниточка, мы делаем закрепку туда-сюда, поднимаем лапку и обрезаем ниточку. Этот край нам необходимо также обработать огнем. И вот так выглядят края полосочки и сшитая часть. Для удобства можно сразу нарезать необходимое количество нитей и обработать срезанный край. Всего на сумочку необходимо сшить 17 горизонтальных полос, 7 вертикальных полос, 1 деталь для дна и боковых частей и 4 детали для держателей ручек.
Когда все детали сшиты, выполняем ВТО. Приступаем к сборке. Для этого нам необходимо взять 7 вертикальных деталей. Одна деталь, самая длинная, которая у нас идет на донышко и боковые части. Ее длина составляет 92 сантиметра, поэтому в дальнейшем я ее буду так и называть. Деталь 92. И одна горизонтальная деталь. У каждой этой детали необходимо найти серединку. Мы складываем пополам, находим середину и закалываем по центру иголочку. В дальнейшем мы начинаем формирование донышка. Берем деталь 92 и центральную вертикальную деталь. Накладываем крест-накрест друг на друга, вот таким образом, и закалываем, тоже крест-накрест. В дальнейшем мы возвращаем эту деталь обратно. Вот так у меня располагается деталь 92. Теперь необходимо выполнить плетение. Здесь у нас вертикальная сверху находится. Следующая вертикальная деталь должна быть внизу. Далее опять перемещаем наверх. Следующая внизу. С этой стороны мы делаем то же самое. Сверху, внизу. Опять сверху и следующая внизу. Вот таким образом. Теперь мы все здесь плотно между собой укладываем и закалываем, как в этом случае. Закололи иголочками, и теперь нам необходимо проложить строчку зигзага вот таким образом по центру. Когда будете давать строчку, вот эти иглы, которые в этом направлении, убираем. Те, которые располагаются перпендикулярно в отношении строчки, мы оставляем на месте. И еще очень важная деталь. Это у нас изнанка. Там, где вертикальных полос 3. Первая, вторая, третья. Следующее, что мы сделаем, это укрепим донышко за счет горизонтальной детали. Располагаем к себе изнаночной стороной. Укладываем горизонтальную деталь, закалываем иголочками и прошиваем зигзагом по всему периметру. Вот таким образом. И вот так все это выглядит. Я от края отступала пару миллиметров и давала строчку. Вот эти непришитые края мы так оставляем, ничего с ними не делаем. Находим серединки горизонтальных деталей. Их у нас всего 16. Формируем корпус сумочки за счет горизонтальных деталей. С этой стороны и с той стороны у нас их будет по 8 штук. Располагаем к себе заготовку лицевой стороной. Напомню, что вот эти пересечения, их у нас 4. Нахожу центральную деталь и смотрю. Здесь у меня на этой детали проходит полоса. Значит, здесь нужно под эту деталь проложить горизонтальную деталь. Откидываю, беру горизонтальную деталь, укладываю по центру, убираю иголочку. Нужно максимально близко пододвинуть, опускаю эту деталь и закалываю. Далее мы будем формировать плетение в эту сторону. Здесь у нас проходит эта деталь поверх вертикальной полосы. Далее поднимаем следующую деталь и прокладываем под ней. Опускаем. Здесь все отлично проходит поверх этой детали.
Сымитировали плетение. На самую последнюю точку пересечения мы закалываем иголочку. С этой стороны проделаем все то же самое. Здесь у меня поверх, под деталью. Здесь опять поверх. Фиксируем иголочку. Приступаем к следующему ряду. Также берем горизонтальную деталь. И здесь она должна проходить над вертикальной, чтобы сымитировать плетение. Убираем иголочку и фиксируем. Далее начинаем плести. Здесь мы уже поднимаем. Здесь у нас идет в этой точке поверх. Последнюю мы также поднимаем. Укладываем все и закалываем иголочкой. С этой стороны мы проделываем такое же плетение. Продолжаем плетение из оставшихся деталей до конца. И вот так все у вас должно получиться. В случае, если хвостик вот здесь остается маленький, вы просто его подтягиваете. Дополнительно необходимо зафиксировать иголочками последний ряд переплетения и выполнить вторую сторону аналогичным способом. И вот такая деталь у вас должна получиться. Здесь уже картинка более-менее вырисовывается. Вот она, деталь 92. И это боковые части сумочки. Здесь у нас и с этой стороны это вход в сумочку. Все, что нам остается сделать, это в данном случае зафиксировать все вот эти переплетения с помощью одной строчки зигзага. Ее мы прокладываем по всему периметру данной заготовки. Также дополнительно нам необходимо обработать вот этот край. Когда вы будете прокладывать эту строчку, дойдете до этой точки, здесь мы просто вот эти полосочки загибаем вовнутрь и дальше прокладываем строчку. Если такая манипуляция для вас трудоемкая, то сначала по всему периметру прокладываем строчку, зафиксировав все эти переплетения, и лишь потом просто отдельно мы обрабатываем этот вход такой же строчкой зигзага. И вот так все у меня получилось. Эту строчку я проложила сразу. Выполняем ВТО детали и переходим к установке ручкодержателей. Сама ручка будет располагаться вот в этих точках. Значит, под эти квадратики я должна зашить ручкодержатель. Беру эту заготовку, складываю пополам и примерно на 1,5 сантиметра мне необходимо его здесь установить. Прежде чем здесь прошивать зигзагом, обязательно сверьтесь, чтобы каждый ручкодержатель вот одинаковая высота у него была вот в этой области, то есть все 4. То есть с этой стороны мы делаем и с этой стороны мы делаем все то же самое. И вот так все это выглядит. Эту деталь необходимо зафиксировать 2 строчками. На данном этапе у нас остаются только боковые части, это деталь 92, с той стороны и с этой стороны. Одну деталь мы пришиваем эту сторону к одной части сумки, вторую сторону ко второй части сумки. Здесь у нас внутреннее укрепление донышка. Эту деталь мы пока что не трогаем. И начинаем формировать здесь сначала угол. Вот эти хвостики опускаем под эту деталь. Сформировали угол. И вот этот край должен примерно состыковываться с крайней вот этой полосочкой. Вот таким образом. И закалываем иголочкой. Со следующим хвостиком повторяем все то же самое. Так мы закалываем на протяжении
всей этой длины. Теперь мы прокладываем здесь строчку зигзаг, отступив от края пару миллиметров. И вот так все здесь получилось. Теперь мы пришиваем вот эту сторону, также отгибаем вот это укрепление донышка и сюда укладываем уже вторую сторону сумочки. Закалываем также иголочками и даем точно такую же строчку. Важная деталь: если вам проблематично сшить вот этот уголок, а это скорее всего так, то выворачивайте его вовнутрь, здесь все расправляете и шьете. Когда дошили до конца, у меня вот здесь, вот он, этот угол располагается. Здесь иголка зафиксирована. Здесь тоже все расправляем. Убираем иголочку. И завершаем. И вот такой аккуратный уголок у меня получился. С внутренней стороны, конечно, здесь останутся вот такие хвостики. Их можно обрезать и обработать огнем. Я этого делать не буду, потому что здесь все равно будет подкладка, ничего этого видно не будет. Можно еще как вариант, просто их укладываем и даем такую же строчку зигзага по центру, чтобы они не загибались. Я ничего этого делать не буду. Следующее, что нам необходимо сделать, это обработать вот этот край. Мы так же, как и в этом случае, просто здесь все уложили, опускаем вот этот хвостик и также прокладываем, как и в этом случае, строчку зигзага. И вот так все у меня здесь получилось. И, конечно же, со второй стороной мы делаем все то же самое. Очень важная деталь. Когда вы будете на второй стороне прошивать последнюю строчку, необходимо вывернуть сумку наизнанку и уже таким образом прошивать эту строчку. Вот здесь у меня последняя иголочка. Я ее убираю и дошиваю до конца без проблем. На данном этапе сумочка полностью сшита. Переходим к установке фурнитуры и пошиву подкладки. Как это сделать? У меня на канале есть видео, ссылочка будет ждать вас в описании. Пришло время оценить это видео и поделиться впечатлениями в комментариях. Буду рада увидеть ваши работы по моим мастер-классам. И не забудьте подписаться на мой канал. Впереди еще много креативных мастер-классов. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!